Здравствуйте, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо», с вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. В Словакии спустя 40 лет стройки запустят реактор советской разработки. В Словакии началась загрузка топлива в четвертый блок АЭС Маховце, который строили 39 лет. Реактор советской разработки будет работать на топливе Росатом и увеличит долю атомной генерации в стране до 77%, сообщает Bloomberg. Борис Леонидович, в данном сообщении интересно все. Расскажите, пожалуйста. Ну, это действительно четвертый блок атомной электростанции Моховцы, так она называется. Действительно, вот этот четвертый блок начали строить в 1987 году. Дальше, понятно, вся наша биография, так скажем, 90-х годов, распад СЭФ, разрыв отношений с Россией. У нас у самих здесь было достаточно неустойчиво. Потом вроде бы Минатом, затем Росатом уже был в полном порядке, но здесь случилась приватизация внутри самой Словакии. Владельцем электросетей стала итальянская компания Eni, которой, разумеется, надо было сначала понять, что это такое. С этой технологией совершенно не знакома. Да, не прерывались, конечно, никакие связи с Чехией. Чехия, заводы ЧЕС, действительно, все, что касается реакторов ВВР, водно-водяных, знаю достаточно неплохо. Там была лицензия на изготовление корпусов ВВР тысячных. Общими усилиями разобрались. В это время Еврокомиссия изменила правила, нормативы по всему, что касается работы атомных энергоблоков. Соответственно, пришлось перепроектировать на новые КПА, контрольно-измерительные приборы и аппаратуру, ну и так далее. Потом у нас приключился ковид, когда работы были приостановлены. Ну, вот с грехом пополам добрались. Дальше, собственно говоря, самые обычные процедуры. Выход на минимально контролируемый уровень, физический пуск, энергетический пуск. Дальше последует синхронизация с объединенной энергосистемой Словакии и поэтапное повышение мощности. Обычная лесенка для ВВР-440 – это 20% мощности, 40, 60, 75, 90 и потом 100. Ну и после выхода на 100 последняя программа испытаний и в дальнейшем переход на коммерческую эксплуатацию. Займет это еще около года, если все будет идти штатно, безо всяких приключений. Ну вот, собственно говоря, вся история. Топливо, да, от топливного дивизиона Росатом ТВЭЛ никто рисковать не стал. Тоже понятно, переговоры с Вестингаузом начались. В 23 году подписали соглашение с Вестингаузом и Фроматом разработки будущих поставок топлива для словацких ВВР-440. Схема там, Вестингаус разрабатывает конструкцию топливной кассеты, Фроматом участвует в производстве части ее компонентов, затем лицензирование, опытная эксплуатация пробной партии, которая должна отстоять всю топливную сессию, в данном случае 1 год после извлечения, перемещения в бассейн выдержки, после реакторного исследования. После этого можно будет подавать документы на лицензирование. То есть годика 4 впереди еще точно есть. Так что по этому поводу беспокоиться не надо, здесь все в порядке. Рано или поздно, может быть, и перейдут на Вестингаус, если захотят. С одной стороны, не очень приятно, с другой стороны, ну, конкуренция есть конкуренция. Вестингаузу, Фроматому, словацкому регулятору успехов, торопиться не надо. Рано или поздно это произойдет. Что касается объединенной энергосистемы Словакии, ну, из состава Совета экономической взаимопомощи и из Чехословакии страна вышла энергодефицитной. Общеустановленная мощность, ну, понятно, что страна небольшая, по итогам 2025 года 8850 мегаватт. Если по видам генерации, по установленной мощности атомной электростанции 26%,
сопоставимо с гидроэлектростанциями, гидроаккумулирующие электростанции у них есть 29%. А 14% электростанций – это газовые мощности. Сказать, что большой рывок состоялся по ВИЭ, тоже пока не получается. Порядка 1,2 гигаватт солнечных электростанций и порядка 500 мегаватт ветроэлектростанций. Ну, вот, собственно говоря, и все. Уголь практически убит. 200 мегаватт осталось станция для поддержки, в том случае, если неожиданно возникнет дефицит по каким-то причинам, чтобы можно было поддержать. Ну, а по генерации тут, конечно, картина совершенно иная. На долю атомной генерации почти 65%, почти 2 трети. Газ порядка 12%, гидроэлектростанции порядка 11%, ВИЭ, то есть солнечные и ветроэлектростанции на двоих 5,5%. Вот, собственно говоря, так она, энергосистема, выглядит. Если все испытания на четвертом блоке пройдут штатно, безо всяких приключений, то, соответственно, установленная атомная мощность увеличится до 2700 мегаватт. Да, что касается установленной мощности энергоблока, то он не просто так называется ВВР-440, потому что чистая мощность без потребности самого блока 440 мегаватт. Это на тот случай, если кто-то не догадался. В таком случае что ожидается? Годовая выработка увеличится где-то на 3,5 миллиарда киловатт-часов, и, в принципе, это как минимум тот же уровень, что и у Франции. То есть 72-75% генерации, если спрос не будет расти. Вот как-то так. Газ, да, после этого можно будет, ну, грубо говоря, прикрутить, потому что если смотреть по выработке на газе в прошлом году, как раз 3,5 миллиарда киловатт-часов и было. То есть блок атомный, четвертый блок Моховца может перевести в газ из основного объекта генерации, из основного топлива балансирующую, то есть на момент пикового спроса подать газ с тем, чтобы вот этот спрос погасить. Так что, ну, на мой взгляд, вполне такая удачная конструкция. Ну и, кроме того, Словакия вернется в число стран чистых экспортеров электроэнергии. Сейчас где-то приблизительно сколько выработали, столько и потребили. Там небольшие какие-то перетоки к соседям есть, но такие небольшого объема. Если газовую генерацию сохранить, то можно совершенно спокойно поставлять электроэнергию. Со сбытом проблем нет. Венгрия хронически энергодефицитна. Если кто забыл, напоминаю, порядка 25% электроэнергии Венгрия импортирует. Со Словакией единая граница, объединенная энергосистема синхронизирована еще со времен существования Совета экономической взаимопомощи, так что здесь Словакия двигается совершенно уверенно. При этом это все равно восстановление атомной генерации, потому что одним из условий вступления в замечательный Евросоюз была остановка двух блоков, но не на Моховце, а на атомной электростанции Богунице. Там работали блоки ВВР-440, проект Б-230, и вот их Евросоюз назвал недостаточно надежными, не отвечающими критериям безопасности, и, соответственно, в 2006 и в 2008 году оба блока были остановлены. Это тоже 440-е, то есть вот с того момента Словакия перестала быть энергопрофицитной страной, стала строго отбалансированной, сколько выработала, столько и потребила. Ну и вот теперь с вводом третьего блока Моховца, а это в 2023 году было, и в 2026 году, если все пройдет нормально, то все возвращается на круги своя. Не сказать, что атомная генерация выросла, она просто восстановится. Для специалистов из итальянской компании совершенно новый опыт. Если бы политическая обстановка
была нормальная, может быть, это даже было бы полезно, потому что ВВР-440 очень удачный проект. Многие его хвалят и по надежности. Ну, говорить о надежности тут после испытания с Питаком армянская атомная электростанция не претерпела никаких катастрофических изменений, работала штатно, несмотря на 8-бальное землетрясение. То есть проект, в принципе, более чем серьезный. Но поскольку итальянцы вспомнили, что они настоящие такие бескомпромиссные последователи Муссолини, ну, что ж теперь сделаешь. Думаю, что на этом проект ВВР-440 больше повторяться нигде уже не будет. Борис Леонидович, 39 лет– это не мировой ли рекорд строительства очередной атомной электростанции, особенно по такому сложному и новому проекту? Вот здесь есть, конечно, объективные причины. Смена государственной власти и распад государства. На всякий случай напомню, что Чехословакия теперь состоит из двух независимых государств, из Чехии и Словакии, и вступление в Евросоюз, и так далее, и так далее. Старались как могли. 39 лет – это достаточно серьезная такая величина. Понятно, что французские атомщики со строительством третьего блока в Финляндии на Олкилуота и третьего блока у себя на Фламанвиле 18 лет и 17 лет, соответственно, это младшая лига, или как в футболе там подразделяют, высшая, первая. У меня такое впечатление, что итальянские и словацкие специалисты решили ускориться, чтобы не обидеть старшего партнера по НАТО. Абсолютный мировой рекорд по длительности строительства атомного энергоблока устоял. Это второй блок атомной электростанции Оцбар. Начало строительства 1973 год, первый бетон, первый выход на мощность 2016 год. Итого 43 года. Таких замечательных показателей, очевидно, вряд ли смогут добраться даже французские атомщики. Ну, а словацкие, у меня такое впечатление, просто постеснялись, чтобы не обижать американцев. Ну, обидно же будет. Вот мы 43 года строили, а вы что? Так что, ну, здесь вот, с одной стороны, да, в Европе строят долго, но здесь хотя бы причины какие-то есть. Политические изменения достаточно серьезные в этом отношении. Американский рекорд абсолютен, никаких политических потрясений не было, тем не менее, вот такой замечательный рекорд, 43 года. Связано это было с тем, что как раз во время строительства этого энергоблока произошла первая серьезная авария в истории мировой атомной энергетики на Three Mile Island. И после этого государственный регулятор резко усилил требования по безопасности. Было понятно, что надо и проект немножко модернизировать, и придумать, как дополнительные системы безопасности поставить, внедрить. Ну, и решили, что да, и пусть себе стоит. Потом, когда выяснилось, что все-таки генерации не хватает, ну, собрались силами и достроили. Несколько раз принималось решение. В 2007 году вроде бы начали строить, потом еще раз на 2 года остановились. Ну, в общем, сумели. Так что, когда мы видим сроки, в которые укладывается ЭДФ, французская компания, 17-18 лет, они, ну, во-первых, они прогрессируют. В Финляндии 18 лет, у себя дома уже 17. Еще десяток таких блоков, и будут вполне нормальные сроки. Ну, американцев вот так. При этом, как бы мы ни иронизировали, и во Франции, и в Соединенных Штатах достаточно четко выражено стремление к возвращению в состав некогда большой атомной тройки, возвращение к рекордам. Да, болезненно, да, атомная пауза, более 20 лет в той и другой стране это тяжело. Ну, для тех, кто забыл, могу напомнить, что 58 атомных энергоблоков во Франции было построено за 13 лет. Когда-то вполне успешно справлялись с серийным строительством, с системой подготовки специалистов на весь этот огромный атомный парк. Я думаю, что даже России, да и в советские времена, до такой скорости 4,2 блока в год. Ну и рекорд 1977-1978 года, я не думаю, что мы когда-нибудь еще раз увидим такие показатели. За календарный год во Франции было введено в эксплуатацию 9 атомных энергоблоков. Дальше последовало
более чем 20-летняя пауза. Последние серийные блоки Н-1450 вот такой мощностью ввели в строй в 1992 году, и дальше последовала крайне продолжительная пауза. К чему это привело, мы видим. Ушли на пенсию в мир иной специалисты, рассыпались производственные цепочки, утрачена культура производства, и все, что касается даже заводской приемки, это уже дается тяжело. Какие перспективы у самой Словакии? Я думаю, что после того, как атомная генерация составит более 70%, и с учетом того, что какая-то доля солнечных ветряных электростанций есть, и есть гидрогенерация, Словакия будет соответствовать всем критериям Европейского Союза по уровню зелености, то есть по уровню безуглеродной генерации электрической энергии. Ну и на самом деле сейчас в Венгрии энергодефицитно, строительство атомной электростанции ПАКШ-2 только стартовало, так что и здесь, с учетом того, что есть общие интересы у Венгрии и у Словакии, по всему, что касается углеводородов, нефти и газа, обе страны не имеют выхода на побережье. Я думаю, что вот такой взаимовыгодное сотрудничество между Венгрией и Словакией будет продолжаться не по политическим мотивам, а потому что для их энергетики это полезно. Для Словакии стабильный сбыт электроэнергии, для Венгрии возможность договариваться о постоянной покупке. Может быть, даже удастся избежать каких-то биржевых систем ценообразования и так далее. Смотрим, наблюдаем. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Очередная передача с хэштегом «Больше реакторов, Богу реакторов». Словацким специалистов успехов. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.